Сегодня я покажу вам 11 фокусов от самого простого до самого сложного, и это будет очень интересно. Первый фокус самый простой, но не самый очевидный. Это вот такой пират с мечом. Если вот в это отверстие, которое находится рядом, вставить металлический ключик, то меч пирата проходит сквозь него. Но как такое может быть? Ведь меч и ключик сделаны с одного металла, и физически это никак невозможно. В действительности все очень просто. Меч пирата не проходит сквозь металл. Он просто движется в обратном направлении против часовой стрелки. Но скорость настолько высока, что глаз человека этого просто не видит. Это заметно только на очень замедленной съемке. Наверное, многие из вас уже видели этот фокус. Это вот такая подставка с яйцом внутри. Если вытянуть яйцо, закрыть крышку и произнести специальное заклинание, то внутри появляется еще одно яйцо. Если вы заметили, то весь секрет в крышке, внутри которой скрыто это второе яйцо. Вернее, это не яйцо, а просто муляж яйца. Напишите в комментариях, кто сразу догадался и раскрыл секрет этого фокуса. Следующий фокус понравился не только мне, но также и нашим маленьким питомцам. Это вот такая простая веревка, которую спокойно можно завязать в узел. Но у нее есть очень интересное свойство. Она может спокойно превратиться в палку. Но как такое возможно, ведь мы только что завязывали ее на узел. Чтобы узнать этот секрет, нам пришлось ее разрезать. Внутри я нашел вот такие полые бочонки, которые были склеены между собой скотчем. Если скотч находится снизу, то наша импровизированная веревка может спокойно гнуться. Если же скотч находится сверху, то бочонки упираются друг в друга и напоминают уже больше пруток или ветку. Вот весь и секрет. Для следующего фокуса я буду использовать вот такие простые браслеты. Давайте теперь проверим, сможет ли один браслет пройти через второй. Как по мне, это невозможно. Но каким-то магическим способом браслеты без сопротивления спокойно проходят друг через друга. Но как это возможно, ведь звенья браслета соединены между собой леской. Но это совсем не так. Второй браслет состоит с маленьких неодимовых магнитов, которые соединены между собой только магнитной силой. Все, что вы видите, это никакая не магия, это физика и ловкость рук. В следующем фокусе мы испытаем вот такую магическую коробочку. Если вытянуть ключик, то внутри мы видим вот такое прямоугольное отверстие. Такое же отверстие находится на шухлядке внутри. Теперь берем монетку и кладем ее в шухлядку, где для нее есть специальное место. Как вы видите, отверстие полностью перекрывается монеткой, и ключик никак не может через него пройти. Что ж, теперь пришло время магии. Проверяем монетку еще раз. Берем ключик и пытаемся вставить его в отверстие. Он легко проходит сквозь монетку. Неужели пластиковый ключик мог так просто пройти через монету, которая сделана с металла? Давайте проверим, что случилось с монеткой. А она совсем не пострадала, как будто ничего не произошло. Как же работает этот фокус и в чем здесь секрет? Сейчас я вам все покажу. Открывая коробку, вы можете увидеть, что внутри нее есть специальные направляющие, вдоль которых ходит монетка, в зависимости от того, под каким углом она наклонена. Вот и весь фокус. Следующий фокус потребовал от меня намного больше сноровки, чем все остальные. Внутри коробки у нас есть 3 стаканчика и 3 шарика. А теперь внимательно следите за фокусом и постарайтесь разгадать, в чем здесь секрет. Кто догадался, может написать ответ в комментариях. Ну а я вам сейчас все покажу. В действительности шариков не 3, а 4, и один из них уже находится в центральном стакане. Главное в этом фокусе это скорость и ловкость рук. Центральный стаканчик нужно очень резко перевернуть, чтобы шарик не выпал и вы не увидели, что там внутри что-то есть.
Что ж, этот фокус мне больше никому не удастся показать, ведь наши помощники очень хорошо запрятали шарики по всей квартире. Теперь их найти будет очень и очень сложно. Следующий фокус может повторить каждый, ведь все, что для него нужно, это всего лишь цепочка и кольцо. Подвешиваем цепочку, заводим кольцо с-под низу и отпускаем. В чем секрет этого фокуса, я вам сейчас все детально расскажу и покажу. Главное, чтобы в начале движения кольцо пошло одной стороной вниз. Именно этой стороной кольцо ныряет внутрь цепочки, которые образовывают петлю вокруг кольца. И уже в конце падения эта петля затягивается вокруг кольца. Вот вам и фокус. Вы думаете, это светофор? Нет, это следующий фокус. Накрываем светофором наш прозрачный стаканчик и начинаем вкидывать шарики в соответствии с цветами на светофоре. Сначала зеленый, потом желтый и в конце красный шарик. Поднимаем светофор, и надеюсь, у вас возникли те же самые вопросы, что и у меня. Почему цвета не совпадают? А разгадка очень проста. Давайте заглянем внутрь светофора. Внутри находится еще один красный шарик, который поджат упором с поролона. Когда мы бросаем зеленый шарик, то падает красный. Когда бросаем желтый, то падает зеленый. А когда бросаем красный, то падает желтый. Если понравился фокус, поставьте этому видео лайк. Следующий фокус занимает почетное 3-е место. Внутри у нас находится кубик и еще какая-то маленькая коробочка, в которой тоже находятся кубики. А теперь сам фокус. Кладем кубик на коробку и поднимаем крышку. По каким-то непонятным причинам все кубики стали шестерками. В чем же секрет этих кубиков? Весь секрет вот в этом кубике, который мы бросали. Внутри него есть небольшой магнит, который скрыт. Он нужен для того, чтобы удерживать вот такую обманку, которая находится под крышкой. Когда вы видите кубики в первый раз, то вы видите обманку. Когда мы кладем кубик с магнитом сверху, обманка примагничивается к крышке. И вы видите уже настоящие кубики, которые с самого начала были расположены шестерками вверх. Самое главное в этом фокусе на кубике с магнитом с первого раза выкинуть шестерку. Второе место занимает вот эта скрепка, которая на 100% раскрыла весь мой внутренний потенциал фокусника. Благодаря своей биоэнергетике я вернул скрепку в ее первоначальное состояние. Конечно же, я шучу, весь секрет здесь совсем в другом, а именно вот в этом фене. Эта скрепка сделана со специального металла, который имеет память, активировать которую может только повышенная температура. Минус только в том, что температуры человеческого тела для этого не хватает. Первое место находится вот в этой коробочке. Это специальная подставка под стаканы. Это простой кусок пластика, но свою функцию он выполняет просто великолепно. Ну что ж, а теперь сам фокус. Давайте возьмем нашу подставку, а также стакан и монетку. Кладем монетку на дно стакана и ставим его на подставку. Небольшое усилие, и монетка телепортируется внутрь стакана. Давайте посмотрим еще раз. Это уже фокус совсем другого уровня. Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, кто догадывается, как работает этот фокус. А пока вы будете писать, я сейчас все детально расскажу. Весь секрет в этой подставке. В действительности внутри есть небольшой кармашек, который можно открыть с помощью магнита. Теперь нужно взвести пружинку и положить внутрь такую же монетку. Вот так и работает этот фокус. Кому понравилось это видео, обязательно поставьте свой лайк. А также не забудьте посмотреть первую часть, которая уже есть на канале. Большое спасибо за просмотр и до следующей встречи!